Привет! Друзья, сижу на больничном со сломанной рукой, и чтобы не скучать, давайте поговорим сегодня о том, как правильно консервировать лодочный мотор и лодку ПВХ для зимнего хранения при низких температурах. Начнем с лодки. Чего боится лодка ПВХ при хранении? Прежде всего, это грызуны. Конечно, грызуны не будут употреблять ткань лодки в пищу. Однако, прогрызть ходы и устроить домики для выведения потомства запросто. Также грызунов привлекает запах оставшихся в лодке семян, пыльцы, стеблей растения, различных водорослей, рыбной чешуи, прикормки, ну и все в таком духе. Короче, все, что пахнет. Далее. Если вы проживаете в регионе, где температура зимой падает ниже 5 градусов, нужно помнить, что в мороз ПВХ-ткань становится хрупкой, то есть следует избегать любого кантования лодки при низких температурах во избежание растрескивания. Также ПВХ-материалу угрожает грибок, а в некоторых случаях и микробы, колонии которых с удовольствием активно размножаются в оставленных без внимания сырости и опрелости. Итак, начнем. Тщательно промываем лодку, чтобы в складках не оставалось никаких запахов, которые могут привлекать грызунов. Желательно мыть с мылом или каким-нибудь средством для мытья посуды. Я просто добавил немного соды в воду и обильно промываем водой. Можно использовать тряпку и ведро. Это не принципиально. Оставляем лодку хорошо просохнуть, а тем временем переходим к моторам. Чего боятся моторы в зимний холодный период длительного хранения? Ну, во-первых, это, конечно, коррозия из-за оставшейся влаги в агрегатах. Я неоднократно слышал о том, что владельцы заматывают мотор в полиэтилен на зиму. Жуть! Ни в коем случае этого делать нельзя. Если зачехляете мотор, то это должно быть проветриваемый материал. Ну, например, мешковина, чтобы влага постепенно испарялась. Более того, вода, проникшая в агрегаты, может разморозить и поломать корпус мотора. Нередки случаи попадания воды в редуктор. А сальники легко портятся даже из-за намотки лески или травы. Или из-за люфтов, которые часто возникают при использовании нерекомендованного трансмиссионного масла производителем. И, конечно, удары винтом о дно, коряги не остаются безнаказанными. Если оставить агрегат без внимания, то при понижении температуры влага в редукторе расширяется, деформирует и разрывает корпус. Во-вторых, и тут многие удивятся, моторы при длительном хранении боятся собственного масла. Причем как мотоблоки, так и редукторы. Прежде всего давайте уясним, масло необходимо использовать только то, что рекомендует производитель. Например, производитель указывает, что в редуктор должно быть залито масло GL4, значит только его и льем. Дело в том, что в состав моторного и трансмиссионного масла входят противозадирные и антифрикционные присадки. Ранее подобные присадки делались на основе свинца, но те времена давно уже прошли. А в наше время используются серофосфорные присадки. Скажем, в масле GL4 их в 2 раза меньше, чем в GL5. И да, они помогают, но у всякого блага есть и обратная сторона. Эти присадки взаимодействуют с деталями, сплава которых содержат медь, латунь, бронзу, в общем, желтые металлы. И, как правило, это втулки. При работе мотора эти процессы протекают равномерно, снижая трение, пар, продлевая жизнь агрегатам. А вот когда мотор длительное время стоит без движения, присадки постепенно оседают, в том числе и на стальных деталях, неравномерной пленкой, которая имеет куда большие прочностные характеристики, чем изначальный сплав. В результате чего получаются абразивные наросты, которые приводят к преждевременному износу. Поэтому, чтобы остановить реакции серофосфорных присадок с металлами, на время хранения необходимо сливать масло из редуктора, а в случае 4-тактного двигателя еще и из картера. От некоторых владельцев лодочных моторов я слышал о том, что они обслуживают и меняют масло после сезона. Меняют масло в редукторе, в 4-тактном моторе, в картере. После чего оставляет мотор на зиму, а следующий сезон откатывает на масле, которые были залиты на зиму. Получается,
Мало того, что за зиму присадки спокойно кое-как осели на металл, формируя вышеописанный абразивный слой, так еще и в последующий сезон моторчик бегает на обедненном, фактически без присадок масле. А вот какой тогда смысл-то в этом? Не бойтесь оставлять мотор без масла. Ну вспомните, новые моторы поступают в магазин без моторного масла. Не нужно думать о том, что масло каким-то образом защищает детали при хранении. Вас же не удивляет, что в незаведенном автомобиле масло потихонечку стекает в поддон картера и по сути ни с какими деталями не сопрягается. А в двухтактниках масло вообще в картере отсутствует. Ну если вы уж такой мнительный, ну залейте на зиму простое минеральное масло без всяких присадок. Оно же и самое дешевое. А весной его слейте обратно в канистру и залейте новое, рекомендованное производителя, на нем и откатаете. Такого масла для хранения вам хватит на несколько лет. А для создания пленки в камерах сгорания при хранении производители всегда рекомендуют использовать специальный спрей для консервации. Но об этом позже. Следующая болячка хранения моторов – это конденсат и вода, скапливающаяся в топливной системе. В частности, в карбюраторе. При эксплуатации на воде брызги и влажная пыль неизбежно засасываются в карбюратор, ну или там инжектор. Также уязвимость имеет все места, где применяется консистентная смазка. Дело в том, что эти смазки в своем составе имеют обычное жидкое, зачастую моторное масло, и наполнитель для загустевания. Так вот, взаимодействие с водой и воздухом масло постепенно испаряется и вымывается из смазки, а оставшийся загуститель смешивается с грязью, пылью и потихонечку каменеет. В лучшем случае испортившаяся смазка, как абразив, обтачивает детали сочленений. В худшем затвердевает, как эпоксидка. В любом случае вы получаете проблемы. Поэтому никогда не используйте литол и тому подобные смазки. Не специализированные. Приобретайте консистентные смазки, на которых указано, что они предназначены для водного транспорта. Ну или как-то так. И лидером проблем хранения лодочных моторов является, вот никогда не догадаетесь, шаловливые ручки. Сейчас поясню. В большинстве лодочных моторов до 25 лошадиных сил в качестве водяной помпы используется резиновая крыльчатка. Так вот, беда в том, что при отрицательных температурах она теряет эластичность и намертво дубеет. А зашедший в ваш гараж сосед или ребенок непременно дернет ручку кикстартера вашего мотора. Да, мы, мальчишки, вот такие. Кто из вас этого не делал? В результате крыльчатка помпы на морозе разлетается в куски. И ладно, если сразу заметить на воде, что напор контрольки не тот. Но обычная невнимательность или надежда на авозе приводит к бедам. Так мало того, что снижается поток охлаждающей жидкости, так еще кусочки резинки обязательно попадут в каналах системы охлаждения и намертво закупорят их. И если даже вовремя опомнится и мотор не сгорит от перегрева, то замена помпы не такая уж приятная вещь, особенно на природе. А разборка блоков в поисках кусочков резины еще менее приятная. Поэтому на зиму либо вообще снимаем шнур кикстартера, либо от греха подальше тщательно приматываем ручку к колпаку, малярным скотчем, ну или чем-то там, что вам будет удобнее. Ну или закрываем чехлом, чтобы не бросалось в глаза. Ну а остальные болячки не такие очевидные, о них я расскажу по ходу. Все, что я буду показывать, относится исключительно к полностью исправному мотору. То есть, если мотор имеет неисправность, то сначала проводим ремонтные работы. Итак, начнем с четырехтактного. В первую очередь снимаем гребной винт и очищаем вал от травы, лесок и прочего хлама. Осматриваем сальник и вал на предмет биения и люфтов. Также обращаем внимание на состояние жертвенного анода. Для тех, кто впервые слышит, а таких я встречал, я поясню. Для агрегатов, работающих в агрессивных жидкостях, применяется катодная защита.
в нашем случае выраженное жертвенным анодом. Жертвенные аноды применяются также в водопроводных, водонагревательных системах, в системе охлаждения автомобиля, в общем, там, где есть жидкости и металлы. Вода является электролитом. Растворенный в воде кислород окисляет металлы. Электроны отводятся от металла, а положительно заряженные ионы переходят в воду. Мы это наблюдаем в виде коррозии. Добавляя на корпус гальванические элементы из сплава, легко поддающемуся окислению, мы как бы приносим в жертву этот элемент, который в свою очередь принимает основной удар на себя. Представьте, летом на даче, чтобы снизить количество мух на кухне, вы развешиваете кругом липкие ленты, которые имеют привлекательный запах для мух. Вот приблизительно так работает жертвенный анод. Даже если вы ничего не поняли, знайте, жертвенный анод – это очень важная деталь. И необходимо следить за тем, чтобы он не был замаслен, а в случае его износа необходимо своевременно заменить. Не менее получаса прогреваем мотор в чистой воде на холостом ходу. На стенде, в бочке, с ушами для промывки, да как угодно. Главное, чтобы скопившаяся за сезон влага в картере и головке блока полностью испарилась, а заодно промыть систему охлаждения. В случае опреснения после использования моторов в морской воде или в запущенных случаях желательно добавить в воду специализированные промывки для прочистки системы охлаждения. Затем в воздухозаборник брызгаем спрей для консервации моторов. От полученной смеси паров масла мотор захлебнется и заглохнет. В камеру сгорания попадает маслянистый пар и консервирует поршневую. Если под рукой нету спрея, то как вариант некоторые владельцы используют дедушкин метод. Выкручивают свечи, через свечное отверстие брызгают моторное масло, прокручивают стартер, снова брызгают масло, после чего вкручивают свечи на место. Честно говоря, я не пробовал такой способ, да и усматриваю в нем некоторые проблемы. Тем не менее, кто-то вот так поступает. Далее, пока мотор горячий, сливаем моторное масло. И не забываем вкрутить пробку на место, а то они так часто теряются. Скидываем патрубки и полностью удаляем бензин из топливной системы. Как минимум для безопасности. И самое главное, удаляем топливо из поплавковой камеры карбюратора. Поверьте, это топливо всегда содержит воду и пыль. И вообще поплавковую камеру нужно освобождать как можно чаще. Это значительно продлит срок службы карбюратора, просто в разы. Настала очередь редуктора. Сливаем из него трансмиссионное масло и даем полностью стечь. Внимательно осматриваем масло. Так как мотор в состоянии обкатки, в масле наблюдается серебрянка. Это металлическая пыль от притирки шестеренок. Если наблюдаете эмульсию или необычное помутнение масла, это говорит о том, что в редуктор попала вода. И поверьте, износ гарантирован. Редуктор следует разобрать, проверить на герметичность, заменить сальники, и далее смотреть на то, что и как пострадало. Если есть возможность, то лучше, конечно, обратиться к специалисту. Дядя Ваня из соседнего гаража таким не является. Плунжирным шприцом проходим по всем штуцерам тавотниц. И вот тут самое главное. Полностью выдавливаем старую смазку, пока не пойдет новая. Кстати, я попал в положение, когда по дороге из Москвы в Тверскую область я не смог нигде найти смазку для водного транспорта. Пришлось взять Шрус-4. Не путать с графитной смазкой. Шрус-4 достаточно влагостойкая, но, честно говоря, я в ней сомневаюсь. Поэтому весной при расконсервации я обязательно ее заменю на профильную. А на зиму сойдет и Шрус-4. Смывкой или бензином смываем старую смазку с тросиков и прочих элементов, где применяется консистентная смазка. Тросики – это очень уязвимая часть конструкции. Наносим новую. Я использую кисть и универсальную смазку. Она прекрасно консервирует, но перед сезоном ее необходимо также смыть и заменить на новую профильную, чтобы сезон откатать на свежий. А вот еще один минус Yamaha серии F. Тут нет уже ставшего классическим сочленения шарнира с тавотницей, а имеет место быть разборная конструкция с резиновыми уплотнителями и пластиковыми вкладышами.
Это уязвимое место для трения, которое страдает даже от температуры при перегреве двигателя. Разбираю и удаляю оставшуюся влагу. Наношу смазку и собираю обратно. Ну и далее смываем смазку и наносим новую на все сочленения. Наносим толстым слоем графитную смазку на вал редуктора. В свечной провод и на все электрические соединения, включая клеймы массы, разбрызгиваем спрей для защиты электрических контактов. Отгнивший провод посреди реки, ну или моря, нам совсем не нужен. Четырехтактник на этом считается законсервированным. Теперь очередь двухтактного. Заправляем бензином с тройной дозой моторного масла. Заводим и прогреваем. От переизбытка масла мотор, конечно, будет дымить, но потерпите. Брызгаем во впуск спреем для консервации поршневой. Если нет под рукой, то как вариант можно плавно пальчиком закрывать впуск карбюратора, пока мотор не захлебнется в переизбытке смеси. А в этом случае в картер проникает достаточно моторного масла, которое законсервирует движок. Но это только в крайнем случае, так как вышеупомянутые присадки будут не только в камерах сгорания, но и на прочих элементах и втулках. Скидываем патрубки и осушаем всю топливную систему. В этом карбюраторе у поплавковой камеры имеется клапан с педалькой для слива топлива, что очень удобно. Смываем и меняем на новую всю консистентную смазку. Забрызгиваем свечник и все электрические соединения, включая контакты массы, аэрозольной смазкой для защиты электрических контактов. Сливаем масло из редуктора, внимательно осматриваем на предмет эмульсии, нездорового помутнения или неожиданного изменения цвета и при обнаружении паникуем, психуем и обращаемся к специалистам. Плунжирным шприцом проходим по всем тавотницам, полностью выдавливая старую смазку, пока не начнет давиться новая. Толстым слоем наносим графитную смазку на вал гребного винта. Смываем и наносим кистью новую смазку во всех подвижных элементах конструкции. Я закрываю мотор мешковиной, чтобы не поцарапать, если что, ну и от пыли и грязи. Но повторюсь, ни в коем случае не заклеиваем никакие отверстия и не заматываем в полиэтилен и другие плотные материалы. В моторе всегда остается немного влаги. Нельзя запирать, мотор должен хорошо проветриваться. А тем временем лодка полностью высохла, и теперь складываем лодку не как в дорогу плотно, а наоборот, очень рыхло, чтобы в складках ПВХ ткани все проветривалось и не возникало опрелостей. Помещаем в мешок или сумку из продуваемой ткани и размещаем лодку как можно выше, чтобы максимально снизить к ней доступ грызунов. Ну и собственно на этом все. Мы обязательно выпустим ролик с расконсервацией моторов и подготовки к сезону. Ну а пока подписываемся, ставим лайк, жмем колокольчик и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока.